В прошлом видео попросили приготовить артишоки, показать, как я их готовлю. С артишоками я познакомилась, конечно же, давно, не в Турции, но так близко, что можно пойти в любой день и купить их на базаре, в магазине в консервированном виде. Но в основном, конечно, здесь готовят только свежие артишоки. Здесь их много выращивают по всей стране, продают на любом рынке круглогодично. Поэтому сегодня мы с вами приготовим артишоки. В Турции, как я уже показывала в том видео, выглядят они вот в таком виде, как тарелочка-лодочка. Это крупные артишоки мы купили, они бывают гораздо мельче, в 2 раза практически. Я их очень люблю, и они очень полезные. Как их здесь готовят? Классический турецкий метод, это как холодный мезе получается, такая закуска. Используют репчатый лук и вот такую штуку, называется гарнитур. Странное название. Вообще, в основном я всегда все беру по отдельности, то есть это картофель, морковь и зеленый горошек. Либо можно использовать замороженный, либо консервированный. Но здесь очень удобно. Продаются вот такие пакеты замороженные, либо в банке в рассоле. Вы просто используете готовую гарнитур. Если нет его, то можно просто использовать картошку, отдельно морковь и зеленый горошек. И все. Далее я вам покажу, как это будет выглядеть. Плюс самые 2 важные вещи в этом рецепте. Это много лимонного сока и много оливкового масла. И честно скажу, наверное, из всех методов приготовления артишоков это мой самый любимый. И из всего, что я пробовала с артишоками в Италии, где еще артишоки встречались? Ну, в Греции я не помню артишоков на самом деле. Но, наверное, они тоже, я думаю, что выращивают их. В основном в Италии, но у них совершенно другая методика чистки, то есть они чистят вокруг, получается такой как бы, ну, если сравнивать, как цветочек, режут его пополам или на 4 части, он более вытянутый, на ножке, и они его консервируют, солят, отваривают просто, ну, во Франции, кстати, в основном артишоки употребляют в отварном виде, подают со сливочным растопленным маслом, макают вот эти вот листики у основания, то есть более мясистые, которые, а уже саму основу они готовят, жарят на гриле. В общем, такие способы приготовления в Турции совершенно по-другому. И здесь, мне кажется, это намного рациональнее. То есть здесь зачищают прям до самой основы то место, которое нужно, в принципе, есть. Вот она и есть. Вот эта вся основа артишока. Она самая вкусная, самая хрустящая в приготовлении. Мне нравится, когда она хрустящая остается. Хотя я пробовала здесь вот это блюдо, где немножко такое мягкое оно. Не знаю, как правильно, мне кажется, это кому как по вкусу. Я люблю, когда оно остается немножко хрустящее, кислое и с насыщенным вкусом оливкового масла. Так что вот, много рассказала про артишоки вам, как вы и просили, и переходим к рецепту. На разогретом оливковом масле мы с вами обжариваем мелко нарезанный репчатый лук. Мы немного пассеровали лук и теперь вводим наш гарнитур. А точнее морковь, зеленый горошек и картофель. Наш гарнитур готовился около 5 минут. Я добавила еще оливкового масла. И сейчас мы выкладываем наши артишоки. Вот таким образом. У меня было в наличии 6 артишоков, поэтому один точно не влезет сюда, и я уже его разделю вот на такие кусочки. Ну а пока готовятся наши артишоки, мы с вами сделаем сок одного апельсина и одного лимона, которые также будут использоваться в этом блюде. Как правило, я добавляю только сок лимона. Ну, есть вариант с апельсином, поэтому я хочу сегодня его попробовать.
Здесь я смешала сок апельсина, лимона, горячая вода, сахар и соль. И заливаю наши артишоки. Где-то будут они 30 минут готовиться под крышкой. Вот так выглядят наши артишоки. Я сейчас их буду уже выключать. Я не люблю, когда они становятся мягкие. Но, как я и говорила, это по вашему вкусу. Можете готовить дольше. Я люблю, когда артишоки хрустящие. Итак, что мы делаем дальше? Артишоки мы вот так переворачиваем. Кладем в какую-то форму. Артишоки у меня очень крупные. В этот раз мы взяли большие артишоки. И, конечно, одним таким артишоком можно вполне наесть человеку взрослому. Но чаще мы берем, знаете, такого маленького или среднего размера, который идеально подходит под закуску. И теперь мы наполняем наши артишоки гарнитуром. Простите за гудение на фоне. Это, как всегда, стамбульские звуки. Какие-то пылесосы, видимо, или что, не знаю. Окна закрыть невозможно, потому что очень жарко. Поэтому приходится терпеть. Простите, друзья мои дорогие. Наполняю гарнитурой. Ее, конечно же, намного больше, чем самих артишоков. Я просто по кругу ее выкладываю. И здесь у меня также кусочки артишока разрезанного. Так я наполню. Бульон этот очень-очень вкусный. Кисло-сладкий, насыщенный. Очень вкусно. Вот вы видите, какой он золотистый по цвету. Блюдо это подают холодным. Поэтому я сейчас присыплю, наверное, петрушкой. В идеале укропом, если есть он. Но у меня, по-моему, укроп закончился. И уберу в холодильник. Я присыплю свежими листиками базилика с балкона. Мне кажется, тоже хорошо сочетается. Плюс еще апельсиновый сок. Ну, отлично здесь работает и укроп, и петрушка. И сбрызну оливковым маслом, конечно же. В этом блюде масло не жалеем. Это основа. Все практически турецкие мезе основаны на сочетании оливкового масла и лимонного сока. Блюдо готово. Ну что, блюдо готово. Вот так оно выглядит. Ужасный пересвет, потому что не знаешь, куда себя деть в такую погоду. Очень солнечную. Вот оно так выглядит. Очень красивое, яркое, вкуснейшее блюдо из артишоков по классическому турецкому рецепту. Называется оно зейтиньялы энгинар.
приготовить одну очень простую в приготовлении закуску из баклажанчиков, родом из Азии, а точнее из Кореи. Баклажанчиков вот у меня здесь 5 штучек, некоторые из них уже немножко подпорчены, я их срежу. И мне нужно их сейчас будет треугольничком или произвольно нарезать, прям с кожуркой, что я и сделаю. И далее мы их обваляем с вами в кукурузном крахмале и обжарим в растительном масле. Нарезанные баклажанчики давайте посолим. Ставим на 15 минут солью. И далее просто просушим их бумажным полотенцем, потому что они дадут лишнюю жидкость сейчас. За 15 минут, конечно же, баклажаны с соли выделили сок. Вот мы его видим. И сейчас я их выложу на полотенчик, чтобы просушить перед приготовлением. Для приготовления этих баклажанчиков нам понадобится с вами растительное масло рафинированное, которое я храню дома только лишь для вот кляра и таких целей. Я вообще полностью исключила его из рациона. Именно в заправке салатов, обжарки использую только оливковое, сливочное масло и кокосовое. И прогреваем масло. Приготовим соус для баклажанчиков, соус корейский. Добавим соевый соус. 4 столовые ложки. Я делаю двойной объем, поэтому можете смело делить пополам. Далее я добавлю кунжутное масло. 2 чайные ложки или 1 столовую ложку. Далее я добавлю 1 столовую ложку рисового уксуса и 1 столовую ложку меда. Также добавим 2 зубчика чеснока. И красный острый перец хлопьями. Тщательно размешаем соус. И также я хочу добавить зеленый лучок. Куда же без него, если мы готовим что-то корейское. Соус готов. Также к этим баклажанчикам я хочу приготовить еще один соус на основе арахисовой пасты. Она будет такая тоже с азиатским оттенком. Мне очень нравятся такие соусы. Добавим соевый соус. Немножко рисовый уксус. Конечно же, 1 зубчик чеснока. Все хорошо перемешаем до однородной консистенции, конечно же. Также хочу добавить немножко оливкового масла. Соус готов. Вот такой он в итоге получился. Достаточно гладкий, в меру жидкий. Будет идеально макать хрустящие баклажанчики в кляре в этот соус.
Насыпаем кукурузный крахмал, где-то 5-6 столовых ложек. Наше блюдо готово. Вот так оно выглядит при сервировке. Два вида соуса на арахисовой пасте и с разными соусами, такие как соевый соус, кунжутное масло и так далее. Ну и сами баклажанчики. Я их не ужаривала до очень темного цвета, иначе до этого было бы уже высушенный баклажан. Поэтому остановилась вот на таком золотистом оттенке. И я думаю, он оптимальный. Пока у меня обжаривается последняя партия баклажанчиков, и слышите, шкварчит, я хочу продегустировать, попробовать, как это вышло с двумя видами соусами. Давайте попробуем соус номер 1. Вкусно, очень. Я думаю, вы слышали, что баклажан очень хрустящий за счет крахмала. И давайте попробуем соус, который на арахисовой пасте. Более китайский вариант. Я даже не знаю, что бы я выбрала. Они абсолютно разные по вкусу. На арахисовой пасте более насыщенный ореховый вкус. Тут более такой, знаете, острый, кислый, сладкий, соленый, более азиатский. Поэтому даже не могу сказать. Мне нравятся оба соуса. И вариант подачи вот так баклажанчиков, приготовления очень интересный, необычный, не заезженный. Потому что надоедает. Летом баклажанов очень много. Очень надоедает их постоянно запекать, на гриле жарить, тушить. А я знаю, что азиаты очень часто готовят баклажаны, особенно японцы. И, как правило, они их делают именно вот в таком формате хрустящем, в темпуре, в кукурузном крахмале, как я уже сказала. В общем, отличная вариация приготовления баклажанчиков летом. Я довольна. Доброго денечка, друзья. Я пытаюсь попасть в тень, но не получается. У нас сегодня середина июня, а точнее 18 число. И пришла стамбульская жара. Стамбульское лето, плюс 30. У меня сегодня насыщенный план. Я бегу навстречу с одной прекрасной девушкой по имени Настя. Мы с ней никогда в жизни лицом к лицу не встречались. Познакомились в интернетах, онлайн, на одном вебинаре. В общем-то, начали общаться. Она не отсюда сама. В Стамбуле она будет проездом, скажем так, пролетом на 2 дня. И мы сегодня развиртуализируемся. Вот. Я в предвкушении. Ну, конечно, очень жарко. План у нас по покорению района Фатих. Посетим какие-то места, где я не была и где она не была. Будем много разговаривать, общаться. Может, даже выйдем в прямой эфир, потому что у нее тоже есть свой YouTube-канал. И хорошо дружить. На нее формат немножко другой. У них подкасты ведут они. Но все равно это очень интересно. Поэтому я уже практически подошла к метро. И сейчас проплыву под Босфором на другую сторону. И встречаюсь с ней в 3 часа. Поэтому вперед!
очень часто раздают какие-то вкусные вещи. Здесь выдают семиты и айран бесплатно. Фургон первый. Здесь вот второй фургон. Иногда пончики какие-то бывают, раздают по пятницам. Молодцы. Это муниципалитеты раздают. Тут, конечно, самый центр туристический, можно сказать, района. И тут всегда очень-очень оживленно. С этой стороны вот египетский базар. Вход в него торцевой. А с этой стороны вот эта мечеть знаменитая, огромная. За ней уже Босфор. Ага. А что такое Клод? AI? К сожалению, Томб Хюремб закрыт на реконструкцию. Ну ладно, мы ей передаем привет. И вот такой около ее томба сад с гортензиями. Красивый очень. А здесь муж рядом со всей семьей, с детишками. Я здесь, если честно, первый раз. Я была в этой мечети, но сюда не ходила. Ну, а здесь все знать, приближенные, похоронены. Какое красивое место, Настя. Такое сочетание, да? Желтый и жасмин. Летнее такое. Аж приливается прям. Приятного аппетита, Настя.
Там тоже терраса, оказывается, есть. Следующий рецепт. Мы с вами делаем очередное мезе. Помните, я в прошлом видео показывала конские бобы. Здесь они у меня уже зачищенные. Также бывают те же самые бобы. Вот они в таком сухом виде продаются. Это, как правило, зимой, осенью, когда уже нет свежего урожая. Это я для примера вам показываю. У меня они всегда есть в наличии, потому что любим это мезе очень. Оно называется фава. Вот у меня зачищенные бобы, они уже некоторые пожелтели, потому что перезревшие. Сейчас я залью их кипятком, чтобы верхняя грубая кожица слезла. И будем их тушить с луком, оливковым маслом и лимонным соком. Поддержим буквально несколько минут. Вот такое количество получилось с того, что я приготовила. Вообще изначально я покупала 2 килограмма конских бобов. Вот эта кожурка, которую я счищала, потрудилась я на славу, потому что она достаточно плотная. Я замочила бобы на 10 минут где-то в кипяток, потом в холодную воду и, как вам сказать, выдавливала, в общем. В итоге получились вот они такие красивые, нежно-зеленые. Если вы очистите, то ваше блюдо будет гораздо нежнее по вкусу, чем с кожуркой. Ну, вы видите, как она выглядит. Поэтому, если готовите, рекомендую лучше очищать. Конечно же, такие бобы можно приобрести, скорее всего, только в Турции, Италии, Греции, в каких-то южных странах. Вообще, эта культура выращивалась еще в Древнем Египте, в Древней Греции. Немножко истории вам расскажу. Готовились разные блюда из нее. Чем-то внешне мне напомнила бобы эдамаме. Наверное, кто знает, они очень модные в свое время были, да и сейчас актуальны. Но на самом деле это абсолютно 2 разных растения. Бобы эдамаме — это соевое растение, это молодая соя, она родом с Азии. Там больше жира, больше белка в бобах эдамаме. Здесь же более такой ореховый, вкус у него совсем другой, не такой нежный, но тоже не менее вкусный, более приближен к Средиземноморью. Вот такая история про эти бобы конские. Далее я их буду тушить с луком. Нагреваем хорошее количество оливкового масла и обжариваем лук крупно порезанный. Следом отправляем наши конские бобы в баклаж. Добавим с вами чайную ложку сахара. И соли по вкусу. И добавим воды. Где-то 200-400 миллиграмм. Накроем все крышкой и будем готовить до мягкости наших бобов. Ну что, вот наши конские бобы в готовом состоянии. Они стали очень мягкие, уварились. Аромат потрясающий стоит. Всегда при их готовке ощущение, как будто ты готовишь мясо. Теперь мне нужно их взбить в блендере
сейчас выложу все в чашу, добавлю туда сок лимона и оливковое масло по пропорциям. Все взобью и далее выложим в форму с вами. Так, добавляем сок одного лимона. Оливковое масло. Практически 5-6 столовых ложек. Отправляем взбивать. Так же, как и в хумус, я добавляю несколько кубиков льда, чтобы консистенция была более гладкая. Вот так она выглядит. Очень красивый нежный цвет. Форму я застелила вот таким пергаментом, чтобы больше легче было переворачивать, когда она будет готова. Получилась практически полная форма. Не практически, а полная. Даже с горочкой. Сейчас я ее накрою пленкой и уберу в холодильник. Она застынет, встанет. И дальше я вам покажу уже, как с ней быть. Так, мы ее накрываем. И убираем в холодильник. Я ее уберу в холодильник на ночь. Уже завтра днем буду пробовать, дегустировать и снимать дальше, как это будет выглядеть. До встречи. Ну что, мизе фава простояла всю ночь в холодильнике. Сейчас я хочу ее сервировать. Открыть ее и перевернуть. Посмотрим, как это выйдет. Схватилась она или не схватилась. Будем проверять сейчас. Ну что, поднимаем. Да, вполне удачно. Мне нравится результат. Может быть, не сильно ровно, но и у блюда была такая фактура, что она немножко вот здесь вот неровная. Ну, ничего страшного. Вытрем поверхность. Далее мы ее с вами нарежем. Украшает обычно это блюдо красным лучком, зеленью, бобами. Но у меня, к сожалению, их не осталось. Я почему-то не сохранила. Зря. Было чудесно. Также украшают красным луком. Немного зелени. Я его разрезала на порции. Можно сервировать так же, как хумус, по кругу, выкладывая и не делая из него никакой формы. То есть это по вашему усмотрению.
Привет, дорогие друзья! Я обычно всегда показываю закупы с рынка, с локального базара, но никогда не показываю какие-то рутинные закупки в обычных маленьких магазинах вокруг дома. Вот сейчас мы как раз сделали небольшой закуп в 2 магазинах, и по сумме вышло где-то около 2000 лир. Вот это все. И вот давайте я примерно расскажу, какой порядок цен в обычных простых магазинах здесь. Я купила овсянку. Геркулес, он же длительного приготовления крупное, я всегда беру. Вот этот бренд недорогой, и мне нравится он достаточно. И вот такая пачка, по-моему, около 50 лир стоит. Здесь мы берем нудлс, иногда в запасе должно быть дома. Пользуемся, когда резко надо что-то приготовить. Но мы бывает, что добавляем свои специи. Ну, например, соевый соус, рыбный соус. Делаем такой азиатский стиль со своими специями, потому что здесь они нам не очень нравятся в Турции, как их делают. Это лабне, творожный сливочный сыр, намазывать на хлеб. Я сейчас буду его использовать к ужину в одном блюде с птицей. Вот такие здесь колбаски, нарезки. Это, по-моему, или что-то птица. Бывает еще она индюшка. Для соковыжималка для цитрусов моя почти сломалась, поэтому я решила ее заменить. Понравился очень такой летний лаймовый цвет. У меня все, здесь я вафельки все лаймовые попробовать взяла. Матча, вот эту берем, здесь она не очень дорогая. Ну, не могу сказать, что фонтан какая крутая по качеству. Не японская, конечно, но на каждый день вполне себе нормально. Яблочный уксус вот этой фирмы я часто беру, он хорошего качества. Яблочный уксус использую постоянно, поэтому уходит он у меня быстро. Какая-то новинка появилась. Холодного отжима масло тыквенной семечки. Буду добавлять в какие-то салаты, что хорошо. Кое-что из фруктов, абрикосики, нектарины, томатов много. Сейчас они очень дешевые. Авокадо очень дешевый, всего под 30 лир за штуку. Айранчик. И я люблю вот такой айран с мятой. Очень вкусный. Такой прям летний вариант, освежающий. Что тут еще? Тунец. Всегда, который должен быть обязательно дома. Спасает. Мы делаем салаты, делаем рис с тунцом. Что еще? Так, здесь у нас молочко безлактозное, доместос, птица филе. Вот сегодня как раз таки буду делать одно блюдо, которое будет шортс. И яйца, которые мы все съели, деревенские, не хватило нам на неделю. Ну, вот такой закуп. Если интересны такие закупки, я делаю пробный формат. Если оно интересно, обязательно напишите в комментариях. Буду почаще такие делать разборы закупок, какие продукты продаются здесь в Турции, доступные вокруг дома.